Стоит ли покупать акции Татнефти долгосрочному инвестору? Какие перспективы и риски несут в себе инвестиции в эту компанию? Об этом и не только поговорим в этом выпуске. Всем привет, с вами Инвестицин, и сегодня мы разберем компанию Татнефть. Компания Татнефть – это крупнейшая российская нефтяная компания, которая занимает пятое место в России по объему добычи, и работает она в основном в Республике Татарстане, но и также у нее ведутся бизнес-проекты на внутреннем и зарубежных рынках. Итак, посмотрим фундаментальное состояние компании, динамику ее выручки и прибыли. Как видим, что за последние 8 лет прибыль компании стабильно росла до 2018 года. В 2019 году было некоторое снижение, но и 2020 год для всех нефтяных компаний был неудачным. Тем не менее, в 2020 году компания получила прибыль, сопоставимую с прибылью, которую она получила в 2016 году. То есть, в отличие от многих других нефтяников, оказалась более устойчивой к кризису. В 2021 году мы видим восстановление по прибыли. И если мы сейчас откроем график прибыли по квартальной, то увидим, что в 2021 году в первом квартале прибыль уже превысила прибыль аналогичного квартала в 2019 году. То есть это значит, что компания успешно восстанавливается. Хорошо, посмотрим на баланс компании, динамику ее активов и обязательств. Как видим, активы у компании стабильно растут, обязательства, начиная в 2016 году, резко выросли, тем не менее, соотношение активов к обязательствам остается на комфортном уровне, порядка 60%. И как видим, что капитал компании акционерный тоже возрастает. Давайте посмотрим поподробнее, значит, прибыль компании. Значит, прибыль компании EBITDA у нас растет. И связано это с тем, что компания активно работает в разных сферах деятельности. То есть у нее бизнес достаточно диверсифицирован. Это не только добыча и разведка нефти, но и розничный бизнес, то есть заправки, продажи на заправках различных товаров, банковский бизнес, банк Зенит. Сейчас мы откроем презентацию и посмотрим. Вот, то есть это разведка и добыча нефти, нефтепереработка, шинный бизнес, банковский бизнес, бизнес с заправками и прочие не нефтяные бизнесы. То есть компания диверсифицированная. И вот эти бизнесы, они как раз и планируется от них наибольший рост. То есть сама компания прогнозирует от этих 4 видов бизнеса рост на 180% их прибыли к 2030 году. И сейчас мы плавно переходим к перспективам компании, чтобы понять, насколько ее будущие финансовые показатели нас устраивают, насколько вообще у компании есть видение ее будущего развития. Потому что я анализировал не так давно компанию Сургутнефтегаз, и там я не нашел вообще никакой информации о том, как компания планирует развиваться, каких финансовых целей планирует достичь. Если хотите посмотреть обзор, обязательно посмотрите, в правом верхнем углу будет ссылка на него. Итак, смотрим. Компания в своей стратегии четко отражает прогноз чистого денежного потока. То есть это операционный денежный поток минус инвестиции, погашение долгов. То есть это по сути то, что нас интересует, прибыль компании, можно сказать. И как видим, что с 2021 года планируется рост практически в 3 раза, до 430 миллиардов рублей. И, естественно, здесь заложены довольно позитивные ожидания. И если мы можем посмотреть капитализацию группы, как они планируют увеличить свою капитализацию, то это до 36 миллиардов долларов к 30 году при базовом сценарии, при негативном 31 миллиард, и при позитивном целых 50 миллиардов. Напомню, что текущая капитализация компании составляет не 24 миллиарда, а 14 миллиардов. То есть даже при самом негативном сценарии компания вырастет более чем в 2 раза. И это, на мой взгляд, очень хорошо, учитывая, что компания и так уже крупная, стабильная, растущая, и при этом еще и платит высокие дивиденды. А вот о дивидендах мы поговорим сейчас поподробнее. Компания, начиная с 2016 года, активно наращивает свои дивиденды.
В 2017 году они составляли 8%, в 2018 и 2019 более 11%. В 2020 году компания была вынуждена срезать дивиденды, чем вызвало негодование у большинства российских розничных инвесторов. Но на самом деле я считаю, что это решение было абсолютно обосновано и показывает приверженность компании концепции устойчивого развития. То есть они в кризис решили сократить дивиденды, чтобы больше денег оставить в компании, чтобы выполнить свою инвестиционную программу и развиваться дальше вот такими же темпами, как компания и развивалась. Поэтому можно сказать, что в 2021 году дивиденды будут как минимум как в 2019 году. То есть при текущих ценах на привилегированную акцию, а это порядка 460 рублей, сейчас откроем, да, вот 458 рублей, дивидендная доходность составит порядка 15%. Только вдумайтесь в эти цифры. 15% компания заплатит в виде дивидендов. Это не я придумал, это прогноз самой компании, то есть 65 рублей на акцию они планируют выплатить на привилегированную, и действительно это очень высокий размер дивидендов. При таком размере дивидендов цена акции должна быть, ну, как минимум на 30% выше текущих уровней. Так, вот мы разобрали дивиденды, и теперь неплохо было бы разобрать, собственно, сколько же стоит эта компания, ее оценочные мультипликаторы. По мультипликаторам компания Татнефть сейчас торгуется очень дешево. То есть исторически для нее были более высокие значения, характерные порядка вот 11, 8. Сейчас этот мультипликатор 9,3, но с учетом будущего роста через год мы уже получим мультипликатор не 9,3, а где-то 6. И если сейчас откроем график изменения мультипликаторов, то можно увидеть, что компания торгуется сейчас на довольно невысоких уровнях, то есть тут не совсем корректно отображается, порядка 9 у нее сейчас ПНЕ. Если мы посмотрим коэффициент PB, то есть это цена к стоимости компании, он тоже сейчас на уровне 2017 года. А на секундочку, компания у нас сделала очень большие инвестиции в конкретно в проект Танека. То есть чем вообще был вызван вот этот колоссальный рост с 2011 года, более чем в 10 раз котировок? Тем, что компания запустила свои нефтяные комплексы Танека, которые занимаются переработкой сверхтяжелой нефти. Это абсолютно уникальная технология, которой занимается только Татнефть. И с помощью этой технологии ей удавалось даже в кризисные годы, как видим, вот в 2016-2017 году, в 2015 ее котировки росли. И начиная с 2017 года они вообще поперли вверх, потому что именно не финансовые, не нефтяные сервисы, переработка сверхтяжелой нефти и дает вот такие результаты. Если мы также посмотрим в отчет стратегические компании Татнефть, то тут как раз вот говорится о том, что планируется, во-первых, шинное производство кратно увеличить, и во-вторых, про комплекс Танека. То есть планируется тоже развитие комплекса Танека, вводятся дополнительные мощности. И вот тут стоит упомянуть о рисках. Дело в том, что правительство сейчас хочет принять поправки в налоговое законодательство. И если раньше сверхвязкая нефть, сверхтяжелая нефть не облагалась налогом, ее переработкой и продажей, то сейчас налог будет. Соответственно, вот те ожидаемые показатели, прогнозируемые, они немножко у нас корректируются. Но я думаю, что совершенно не серьезно, это не скажется серьезно на бизнесе компании. И вот здесь как раз таки мы на этом графике можем видеть, что начиная с 2004 года, с 2024 года, вот эти инновации, которые сейчас компания внедряет, они будут давать порядка вот 25-30% ее роста. В общем, что можно сделать вывод какой по поводу ростовых потенциалов компании? Они действительно есть очень существенные. У компании есть видение того, как она будет развиваться. Компания планирует выплачивать дивиденды в соответствии с ее дивидендной политикой.
ежегодная выплата дивидендов. Дивиденды эти она увеличивает, и я считаю, что это одна из лучших нефтяных компаний. Если мы посмотрим на эффективность ее бизнеса, рентабельность, то тоже все прекрасно. Инвестиции компании эффективные, активы приносят 8% прибыли, значит, операционная прибыль по EBITDA, рентабельность по EBITDA, извиняюсь, 25%. То есть Татнефть одна из самых эффективных компаний на российском рынке. Давайте же сравним ее с конкурентами, другими нефтяными компаниями в этой отрасли. Так, нам нужно сравнение с конкурентами, а его здесь нет. Но, вот оно. И как видим, Татнефть у нас по финансовой устойчивости только Сургутнефтегаз опережает Татнефть, то есть долги у Татнефти очень низкие. Ну, то есть если мы сравним вообще с американскими компаниями, то тут вообще все прекрасно, потому что все американские нефтяные компании, они чрезвычайно закредитованы. По профитабельности операционная маржа у Татнефти самая высокая, выше только у Сауди Арамки. Валовая маржинальность тоже очень высокая, то есть компания одна из самых эффективных нефтегазовых компаний в мире. По фундаментальной оценке, значит, по коэффициенту цена-прибыль у нас дешевле только Сургутнефтегаз. По понятным причинам, я про Сургутнефтегаз снимал ролик, в правом верхнем углу подсказка. По коэффициенту цена к балансовой стоимости сейчас у нас Татнефть торгуется тоже довольно дешево, дешевле только опять-таки Сургутнефтегаз, Газпром и Газпромнефть из-за неэффективности использования их капитала. Но и по всем остальным фундаментальным показателям Татнефть у нас тоже находится в лидерах. Из чего мы можем сделать вывод, что в сравнении с конкурентами Татнефть выглядит очень хорошо, и на текущий момент я считаю, что это одна из самых лучших компаний нефтяных, которые сейчас можно приобрести. То есть рост по ней я ожидаю порядка 50%, то есть где-то до 720 рублей к следующему году. Это огромный на самом деле потенциал, и так считаю не только я. Если мы посмотрим прогнозы аналитиков, то аналитики некоторые дают вот рост даже вот 45%, некоторые даже 82%. Я больше склонен вот к прогнозу от БКС, то есть порядка 700 рублей будет цена акции этой компании. Ну и, конечно, я имею в виду привилегированные акции, потому что выгоднее покупать привилегированные акции, а не обычные, потому что по ним дивиденды будут выше. Ну и напоследок давайте посмотрим еще состав акционеров группы Татнефть, так как нам это очень важно из-за того, что если среди акционеров много государства, то это некий такой минус компании, то есть она не совсем инвестор-ориентирована. Ну и как видим, государства здесь нет. Здесь есть только Республика Татарстан, юридические лица под контролем Республики Татарстан 34%, 25% это Ситибанк, крупнейший американский банк 25%, и 38% акций находятся в свободном обращении. То есть состав акционеров у компании прекрасен. И вот насчет Республики Татарстан. На самом деле в Татарстане довольно грамотное управление республикой. Там довольно неглупые люди, скажем так, сидят во власти. Поэтому то влияние, которое оказывает Республика Татарстан на эту компанию, оно в принципе положительное. Также хочу отметить, что у компании дела обстоят очень хорошо, в частности экологической повестки, то есть снижение выбросов углеводородов, повышение эффективности производства, и из-за чего компания может меньше всех сокращать добычу нефти. То есть если мы посмотрим на добычу нефти, так, здесь этого показателя нет, сейчас надо посмотреть. Добыча нефти, то добыча нефти у компании падает меньше, чем у конкурентов. Именно из-за того, что, во-первых, эффективность, во-вторых, экологичность компании. В общем, из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что приобрести сейчас компанию Татнефть можно. Она подойдет и для дивидендной, и для ростовой стратегии, и на долгосрок, и для среднесрочной спекуляции.
Если вы хотите посмотреть по Сургутнефтегазу ролик, я снимал очень хороший, обязательно посмотрите, сейчас будет конечной заставки. Ну а я же с вами прощаюсь, смотрите ролик по Сургутнефтегазу и подписывайтесь на мой канал. До свидания.